Всем привет, с вами Евгеньевич, вы на канале Red Army Airsoft, и я продолжаю обзоры на новинки страйкбольного оружия. В этот раз мы будем смотреть на новинку от LCT, это страйкбольная версия штурмовой винтовки HK33A2. Генеральный спонсор канала — страйкбольный магазин Airsoft Rules. Для обзора винтовка к нам приехала напрямую от LCT. Разумеется, не без помощи магазина Airsoft Rules, который возит самый полный ассортимент продукции LCT в Россию. Так как информации о HK33 откровенно мало, по традиции начнем с исторической справки, а также упоминаний этой винтовки в массовой культуре. Итак, началось все в 60-е годы 20 века, когда компания HK выпустила винтовку G3 под патрон 7,62 × 51, которая стала супер успешной и сама по себе, и как база для других видов оружия. Собственно, HK33 это и есть вариация G3 под стандартный натовский патрон 5,56 × 45, который отличается от G3 только калибром, меньшей массой и габаритами. Схема автоматики и принципиальное устройство осталось неизменным. И правильно, зачем менять то, что и так хорошо работает? Если смотреть в глобальном плане, HK33 задумывалась как аналог М16 и АК-74, и по замыслу конструкторов должна была занять место G3 на вооружении Бундесвера, или, по крайней мере, разделить с ней место. Но, как это обычно бывает, военные решили не спешить тратить кучу денег на массовое внедрение нового патрона. Да и менять гарантированно хорошо работающую G3, видимо, тоже не хотелось. Поэтому решили оставить все как есть. В итоге HK33 заинтересовались только полицейские и пограничные подразделения ФРГ. И какая-то партия этих винтовок в 1968 году была принята к ним на вооружение. Еще часть винтовок удалось отправить на экспорт в полицейские и спецподразделения других стран. В начале 80-х на волне успеха МП5 компания ХК выпускает автомат ХК-53. По сути, это был тот же ХК-33, но с сильно укороченным стволом и телескопическим прикладом, как у МП5. Ну или, если хотите, это МП5 под патрон 5,56 × 45. По факту это прямой аналог АКС-74У или компактных карабинов на базе М16, которые позиционировались как вооружение для экипажей боевых машин, то есть PDW, и для нужд спецподразделений. По информации, которую мне удалось найти, HK-53 и HK-33 ограниченно использовались британскими спецподразделениями САС, СБС и командос Королевской морской пехоты Великобритании. При этом HK-53, видимо, пользовались чаще, видимо, для ситуаций, когда требовалась огневая мощь и компактные размеры оружия, то есть в каких-то внешних операциях, где не подразумевается присутствие гражданских. По неподтвержденной информации, HK-53 в каком-то объеме закупали ГСГ-9 и некоторые полицейские департаменты США, но, видимо, в очень ограниченных количествах. В целом, на мировом рынке HK-33 и HK-53 пришлось очень несладко. Все из-за беспощадной конкуренции с винтовками и карабинами на базе М16, которые в то время при схожих характеристиках стоили заметно дешевле. Те же США, приняв на вооружение новую винтовку М16А2, продавали старые винтовки вьетнамского периода почти за бесценок. Главное, чтобы ты был за демократию. Например, есть расхожая байка, что куча М16А1 и карабинов XM177E2 были закуплены армией Израиля по цене $1 за штуку. Не знаю, насколько это правда, но ситуацию того времени иллюстрирует замечательно. С другой стороны, Советский Союз щедро снабжал своих союзников всевозможными моделями АК, причем иногда вообще бесплатно. Главное, чтобы ты был за коммунизм. А в некоторых странах вообще было развернуто производство АК на местах. В итоге HK-33 просто не вывезли экономической конкуренции и не получили широкого распространения. Хотя, например, армии Турции, Малайзии и Таиланда приняли HK-33 на вооружение и даже развернули производство по лицензии на местах. Таиланду, кстати, настолько понравились эти винтовки, что они даже сделали из нее буллпап-версию. Выглядит она, конечно, максимально отвратительно. Сутулая собака по сравнению с этим — произведение искусства. В 90-е годы Бундесвер принимает на вооружение новую штурмовую винтовку G36. И этот факт вбивает последний гвоздь в крышку гроба автоматов под промежуточный патрон на базе G3. Возможно, если бы HK-33 и HK-53 появились позднее, то есть в конце 80-х, то у них было бы намного больше шансов. К тому времени даже консервативный Бундесвер осознал преимущество малоимпульсных боеприпасов в калибре 5,56 и 5,45 в сегменте общевойсковой штурмовой винтовки, но не сложилось.
В киноиндустрии ХК-33 и ХК-53 чаще всего светились в руках спецподразделений и полиции. Например, в культовом фильме «Леон» бойцы спецназа НЮПД и СУ вооружены ХК-33А2 и ХК-33А3. В фильме «Медвежатник» с Робертом Де Ниро и Нортоном полицейский СВАТ вооружены как раз таки именно ХК-33А2. В фильме «Кровь за кровь» 2005 года снайпер СВАТ вооружен ХК-33А2 с прицелом. В Street Fighter 2009 года полицейские СВАТ опять же вооружены ХК-33, в том числе в модификации А2. Также ХК-33 светится в таких культовых фильмах, как «Тюряга» со Сильвестром Сталлоне, «Лицо со шрамом» с Аль Пачино и «Последний киногерой» с Арнольдом Шварценеггером. ХК-33 в модификации А3 часто светился в британском сериале «Элита спецназа» про подразделение САС. Интересный факт: несмотря на то, что сериал рассказывает про вымышленный красный отряд в составе САС, консультантами сериала выступали реальные бойцы САС — Крис Райан и Роб Хейланд. В игровой индустрии ХК-33 откровенно нельзя назвать популярным оружием. Из заметного он был представлен только в серии игр Jagged Alliance и в тактическом шутере Rainbow Six Siege. Теперь, когда мы разобрались, что представляет из себя ХК-33 в реальности, посмотрим на страйкбольную версию от LCT. Традиционно для LCT все, что можно было сделать из стали, сделали из стали. Даже спусковой крючок. Сталь тут матерая штампованная, с брутальными сварочными швами и традиционным для производителя воронением. Вес привода 4 кг 800 грамм, что, кстати, сопоставимо с весом реальной винтовки со снаряженным магазином. ХК-33, как и G3, состоит из верхнего и нижнего ресиверов. Между собой ресиверы соединяются вот этими двумя штифтами в районе шахты магазина и приклада. На верхнем ресивере есть посадочное место для установки кронштейна с планкой Пикатини, как на МП5 и G3. Прицельные приспособления — это мушка и барабан с несколькими диоптрами и целиком. В основании мушки есть антапка для ремня. На стволе выполнена стандартная резьба М14-, на которую крепится пламегаситель. Сюда можно установить любую трассерную насадку или глушитель с такой резьбой. Как и положено, сверху находится рукоятка заряжания, потянув за которую и зафиксировав, вы получаете доступ к регулировке хоп-апа. Из-за того, что тут стоит массивная имитация затвора и все сделано из суровой сталюки, когда вы запираете затвор, выглядит все мега антуражно. Послушайте сами. Ощущение, как будто у вас в руках не страйкбольная игрушка, а как минимум ММГ. ММГ, которая умеет стрелять шариками. Существует две версии этого привода, у которого во время стрельбы шторка затвора двигается, и просто АЕК-версия, у которой эта шторка не двигается. У нас версия без имитации отдачи, просто потому что она более универсальная. Нижний ресивер, как и положено, выполнен из ударопрочного пластика. Органы управления — флажок переводчика огня и клавиша отмыкания магазина. Маркировки переводчика огня правильные армейские S, E, F, что расшифровывается как Sicher Einzelfeuer-Feuerstoß. То есть предохранитель, одиночный огонь и очередь. С правой стороны есть еще кнопка отмыкания магазина а-ля R15, но она маленькая, неудобная, и все равно все пользуются клавишей в нижней части, как на МП5 или G3. Магазины тут свои уникальные, похожие на металлические магазины АК под 5,45, но короче и другие. В комплекте с приводом был небольшой бункерный магазин на 150 шаров. Отдельно к этой винтовке продаются бункера и механы, которые имитируют 20 и 40 патронные магазины. Цевье пластиковое, такое же, как у G3 SG-1, крепится штифтом в передней части. Приклад пластиковый, не складной, аналогичен прикладу МП5. Слева есть антапка для ремня. Чтобы добраться до аккумулятора, нужно сдвинуть вниз тыльник приклада. Места в прикладе хватит, чтобы разместить очень емкий аккумулятор. Внутри привода установлен стандартный для LCT гирбокс второго типа с небольшими изменениями для реализации имитации работы затвора. Стенки выполнены из алюминиевого сплава с 9-мм подшипниками. В верхней части есть вырез для зацепа электроблоубека. Сзади отверстие для быстрой замены пружины. Так как у нас версия без блоубека, в нашей версии зацепа нет. Голова цилиндра алюминиевая с двумя уплотнительными кольцами и резиновым демпфером. Голова поршня алюминиевая, вентилируемая с одним уплотнительным кольцом и подшипником. Поршень пластиковый с полностью стальной гребенкой. Цилиндр латунный с покрытием, без отверстия, потому что стволик достаточно длинный. Пружина равномерной навивки. Направляющая пружины стальная с подшипником. Таппет пластиковый стандартного второго типа. Шестерни стальные усиленные 18:1. Секторная шестерня с доводчиком таппета.
Проводка тонкая, жесткая, с разъемом мини-тами. Контактная группа стандартная второго типа. Мотор тяговый с мощными магнитами. Камера хопапа пластиковая, роторная, очень похожа на камеру от М4. Резинка хопа с обычным пупырем, давилка обычный валик. Версия без электроблоубека на 11,1 вольтовом аккумуляторе строчит довольно шустро, примерно как стандартные калаши от LCT. Страйкбольная ХК-33 в стальном исполнении более громоздкая и брутальная штука, чем тот же страйкбольный АК. И очевидно, что эта страйкбольная игрушка не про эффективность, а про антураж. Она должна зайти тем, кто в страйкбольном оружии ценит реализм и суровую эстетику. Также она может зайти тем, кто моделирует британские спецподразделения или армию Таиланда или Малайзии. Интересно, такие вообще есть? Ну или на крайняк можно моделировать убийцу, который прятался в шкафу Джека Слейтера в фильме «Последний киногерой». Если вы знаете еще какие-то интересные факты, связанные с этой винтовкой, пишите в комментариях. Как всегда, предлагаю поставить уверенный палец вверх. Я старался. Обязательно подпишитесь на канал. С вами был Евгеньевич. До скорого!